Джек и Сара были лучшими друзьями с самого детства. Они познакомились в школе, где вместе играли на переменах, делились секретами и мечтали о будущем. Их дружба постепенно переросла в нечто большее, и в институте они начали встречаться. С каждым годом их чувства становились все крепче, и после окончания учебы они решили связать свои жизни узами брака. Свадьба была наполнена радостью и смехом, друзья и семья поздравляли молодоженов, а Джек и Сара мечтали о создании семьи и детях. После свадьбы они с энтузиазмом начали пытаться зачать ребенка, но, к сожалению, у них ничего не получалось. Каждый месяц приносил разочарование, и вскоре они поняли, что им нужно обратиться за помощью. Джек и Сара решились на экстракорпоральное оплодотворение – ЭКО. Процесс оказался непростым, но в конце концов врачи сообщили им радостную новость – Сара беременна. Пара была на 7-м небе от счастья, и они с нетерпением ждали появления своего малыша. Однако на 7-м месяце беременности врачи обнаружили у Сары преэклампсию – опасное осложнение, которое может угрожать как матери, так и ребенку. Пара получила необходимые лекарства и поддержку, но состояние Сары продолжало ухудшаться. Джек был в отчаянии, наблюдая, как его любимая женщина страдает, и делал все возможное, чтобы поддержать ее. Когда пришло время родов, Сара родила мальчика, которого они назвали Кевин. Однако радость от рождения ребенка быстро омрачилась, когда врачи сообщили, что у мальчика есть серьезные проблемы со здоровьем. Они не могли подобрать нужные лекарства, и состояние Кевина ухудшалось с каждым днем. Джек и Сара чувствовали себя беспомощными, их мечты о счастливой семье рушились на глазах. Мать Джека, Глория, в это тяжелое время настаивала на крещении ребенка, считая, что это может помочь ему. Семья договорилась со священником и отправилась в церковь, надеясь на лучшее. По дороге в церковь, когда Джек держал Кевина на руках, мальчик вдруг начал задыхаться. Джек и Сара в панике пытались помочь ему, но, к сожалению, Кевин скончался. Сердце Джека разрывалось от горя, и он, несмотря на ужасную утрату, решил, что хочет крестить своего сына. Он обратился к священнику с просьбой о крещении, даже несмотря на то, что Кевин уже не был с ними. Священник сначала не соглашался, считая это неправильно, но, увидев отчаяние и боль отца, он все же согласился. В церкви во время крещения произошло нечто невероятное. Когда священник произнес слова о крещении, Кевин вдруг ожил и начал плакать. Джек и Сара не могли поверить своим глазам. Их сын вернулся к жизни. Они обняли его. Слезы радости текли по их щекам. С этого момента Кевин стал совершенно здоров, и врачи подтвердили, что ему больше не нужна медицинская помощь. Семья была полна счастья и благодарности. Джек и Сара поняли, что их любовь и вера творят чудеса. Они стали крепче, чем когда-либо, и теперь, когда Кевин был с ними, они могли с уверенностью смотреть в будущее, полное надежд и мечтаний о счастливой жизни вместе. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.